ВК. Сегодня, да, у меня двойной эфир ВК и Инстаграм. Всем привет, с вами Ольга Патракова. У нас сегодня прямой эфир на тему «Как стать звездой». Жду, пока кто-нибудь присоединится, чтобы начать. Вот. А пока расскажу предысторию, буквально 2 секунды. Привет-привет. Да, Инстаграм активный у меня сегодня, ВК пока что тишина. Но посмотрим, надеюсь, там даже разрулится. Хочу потестить, как вообще в ВК прямые трансляции идут без рекламы, что до этого было с рекламой было хорошо, а вот без рекламы пока непонятно как. Вот. Да, хочу пока потестить, как оно пойдет. Вот. А пока предыстория о том... Так, секундочку, я себе запишу какую вещь. Вот. А пока предыстория о том, зачем вообще зачем я решила сделать прямой эфир на эту тему. Вот. Все достаточно просто. Вот, когда вы отправляете мне запрос на участие, это значит, вы хотите в прямой эфир прямо. Да, поэтому в Инстаграме аккуратненько кнопочки нажимайте, пожалуйста. Да, потому что я вас нажму, только вас видно сразу станет. Вы понимаете? Вы готовы на это? Готовы ли вы? Это вот как бы прямо сейчас вот в прямой эфир выходить. Вот, да. А пока пару слов о том, зачем вообще я вышла в прямой эфир по этой теме. Недавно мне девушка задала этот вопрос в личку о том: Оль, блин, нет, все, конечно, хорошо, да, там обучение, все дела, тортики, все супер, но, блин, я вот, говорит, смотрю, и все одно и то же везде. Вот все реально одно и то же, одинаковые торты, и так не хочется быть вот такой же инкубаторской. Жуковский не готов у нас в прямой. Еще раз, если ты пишешь присоедини, мне не жалко, солнышко мое, я тебя сейчас да, приглашу. Так вот, да, то есть не хочется быть инкубаторской, пишет она мне. Хочется что-то вот такого прям необычного, замечательного, чего-то своего, чего-то быть особенной какой-нибудь. Ну вот, потому что она абсолютно права, да, у нас практически все торты одинаковые, ну, плюс-минус уровень, да, вот, но у нас волнами какими-то идет такая вещь, да, и реально торты похожи, торты по сути одно и то же, да, мы все делаем. И ее вопрос абсолютно закономерен по поводу того, блин, как же выделиться на фоне всех остальных, что делать-то? Что делать? То есть изначально что делать? Куда изначально вообще, идти, как? Вот, да, ВК привет, я вижу, там добавляется один, ушел, пришел, да, вопросы задавать можно, всем отвечу. Вот, на всякий случай в ВК предупреждаю, что я ваши вопросы вижу недолго. Вот, в Инстаграме я могу их отсмотреть, а у вас могу посмотреть в ВКонтакте только тогда, когда закончу трансляцию уже. Вот. Поэтому, если важный вопрос, а я не ответила, задайте его еще раз. Я даже проматывать здесь не могу, в смысле не умею, потому что я экран вот так повернула. В ВКонтакте вот так экран, если кто-то хочет посмотреть меня с компьютера, идем в ВКонтакт. Я решила в YouTube не делать эту запись, потому что это, в основном поболтать, а YouTube все-таки больше делать, чем болтать, там как-то люди не думают. В основном там люди что-то уже, движуха, музон, рецепты, там что-то такое вот активное и такое активненькое. Так вот, скажите мне, да, пару слов буквально-таки, я вижу, что люди добавляются. Встает ли у вас вообще вас мучают такие мысли о том, что, блин, капец, мы все инкубаторские, торты у нас все как под копирку, что делать неизвестно и так далее, и так далее. Вот у вас встает ли такой ли вопрос? Вот, напишите мне, пожалуйста, если даже вы будете смотреть в записи, напишите мне все равно, потому что мне это реально, мне это важно, и мне это реально очень, нужно, все, ВКонтакте решил не выходить в эфир. Да, но я надеюсь, что в записи вы все равно посмотрите, это хорошая тема. Напишите буквально пару слов, да, мучает ли вас вообще, нужна ли вам по этому поводу вообще прямая эфира. Но вообще проголосовала там что-то порядка 30 человек за, поэтому надеюсь, что 30 человек меня посмотрят все-таки. Вот, давайте я вам, в общем, смысл какой? Она поставила такой вопрос в личку. И тут до меня доходит, что, скорее всего, этот вопрос мучает вообще всех. То есть это по правде такая тема, которая... я ей ответила, конечно же, да, я сейчас просто вам расскажу, что я ответила, может быть, чуть подробнее, может быть, с ответами на вопросы. Но реально этот вопрос мучает всех. Вот.
как не быть как все, да, как стать звездой в своей сфере, как стать ну, известной, как стать, ну, там, не знаю, еще какой-то в своей сфере. Понимаете меня? Вот. Итак, соответственно, что делать? Давайте, не хотят написать, неизвестно, короче, мучает ли вас вопрос, что вы меня смотрите, непонятно. Ну, надеюсь, раз смотрите, значит, все-таки интересно. Вот. Итак, что делать? Первое, что надо принимать во внимание, да, в нашей сфере очень быстро меняются тренды. У нас сейчас одна из самых развивающихся сфер, я бы сказала, вообще бизнеса, наверное, да, но за исключением, наверное, только IT, то есть только ну, компьютерных технологий каких-то. Реально очень быстро развивающаяся сфера. Как только что-то где-то новое появилось, хлобы сразу все это копируют. Как только что-то где-то новое появилось, хлобы сразу это все это копируют. Вы сами это знаете. Тяга за новым, тяга к знаниям, тяга еще там к чему-то. Мы воруем, ну, по сути, технологии из всех смежных видов искусств. Из живописи, акварельная живопись, такая живопись, сякая живопись, барельефная роспись, из скульптуры, из там архитектуры, еще всего всех смежных искусств, где вообще есть такая возможность. Мы это всюду абсолютно. ВКонтакте, короче, без объявления смысла нет, я так понимаю. Там тишина вообще. Меня, говорит, мучают мои клиенты. А что они тебя мучают? Напиши мне тоже, что они мучают, что они хотят. Вот, то есть что им хочется что-то необычного. Что конкретно? Вот, напиши, в чем мучение. Вот, ну, короче, понимаете смысл, да? Что мы, по сути, с вами в такой сфере, которая реально быстро развивается, раз, да, технологии у нас не очень сложные, то есть, по сути, вот, да, намазать здесь, или там слепить фигурку сюда или сюда, ну, какой-то вот прям, ну, как сказать-то, в катастрофической критике, ну, то есть критической сложности какой-то нет. Мы все можем это повторить. Единственное, что нам не всегда в голову приходит, это сделать вообще, да, и то есть как только мы видим какой-то пример, вот, да, какой-то пример, то, соответственно, мгновенно, да, все начинают это повторять. Да, тот Жуковский меня радует, конечно, вступлениями не по теме, да, вот, да. Вопрос в дешево и сердито – это вопрос вообще не к теме данного эфира, да, это вопрос к позиционированию, к построению прибыли и работе с клиентами. Вот. Если хотите, я, конечно, могу и на эту тему, да, поговорить, мне это не жалко. Вот. Но я бы хотела закончить свою мысль все-таки, ради чего я сегодня вышла в эфир с вами пообщаться. И поэтому, если есть возможность, все-таки отвечайте на вопросы, которые я задаю. Хотя свои тоже задавайте, что смущаться-то. Вот. Ну, смысл какой? Мы с вами находимся в таком бизнесе, который очень быстро развивается. Раз. Этот бизнес мгновенно растет, очень быстро. Сейчас, тем более, так как делать вообще нехрен, да, все сидят дома, роют интернет, вот, соответственно, им обиделась, вот, не обижайся, честно, вот, да, роют интернет и, как сказать-то, времени очень много на эксперименты. Вот так вот. Честно, в нашей сфере нет ничего такого, что требовало каких-то других рук, других этих самых, за редкими исключениями, прям реально за редкими исключениями. Вот. И если посмотреть правде в глаза, то у нас звезд с ярким, необыкновенным почерком среди кондитеров, ну, предположим, русских, я могу пересчитать по пальцам, кого вот я прям узнаю торт. Узнаю торт, вот я его узнаю в любом виде, в любом там еще чем-то, я их прям по единице, я их знаю единицы. Это, ну, Ренат Агзамов раз, да, тортик Аннушка два, то, что я реально узнаю, да. Джана Зубова, это старые торты, вы его не узнаете, я узнаю, их очень много пересмотрела. Может быть, еще Гнут, да, тоже узнаю, скорее всего, такая манера странная, но ее я могу, например, попутать с импортным с кем-то. Импортных много таких вот художественных произведений. Вот, да, ну еще, может, там пару-тройку, если напрягусь, вспомню. Единицы, понимаете, на всю нашу страну. Вот, и то, если кто-то сделает торт, как у Аннушки, да, то он такой и будет. И в этот момент мы должны четко с вами отражать что? Когда речь идет о большом производстве, когда речь идет о больших тортах, того же Рената Агзамова, например, взять, да, то это не он художник,
Понимаете, да? Не он художник, у него есть художник, у него есть скульптор из команды, который это осуществляет. По сути, он администратор этого огромного процесса. Администратор. Также взять тортик Аннушка, например. Вот. У тортик Аннушка на начале ее карьеры, когда она сама делала торты, и на всякий случай всем говорю, если вы не в курсе, посмотрите, во-первых, торты сейчас офигенные, старых тортов вообще сейчас нет, но я знаю, где можно посмотреть, если что. Вот. Самого кондитера, основателя зовут Мадина Еворская. Так вот, я знаю, какие торты Мадина Еворская делает. Вот. И те торты, которые сейчас вы видите, которые делают у нее в студии, это не Мадина Еворская делает, да, это делает мужчина, который там кондитер, и он архитектор. Понимаете? Также еще несколько других художников, которые реально просто нашли свое искусство, свой материал для своего искусства, они его нашли в тортах, да, то есть в таком материале просто. Вот такой материал, съедобный материал. Это исключения. Исключения. Если вы относитесь к исключениям, скорее всего, вы не смотрите сейчас мой эфир, да, скорее всего, у вас внутри горит что-то, вы там как-то самовыражаетесь и так далее. Художникам чем тяжело? Художники очень плохо себя продают. Очень плохо себя продают. Вот, художников, я уже рассказывала про художников, я их делю на две большие категории. Вот, это художники чистюли и грязнули. Вот. И тем их очень себя тяжело продавать. Чистюли — это ковыряхи такие, знаете, ювелиры, которых вот у них и торты такие всегда, такое все заковыренное, такое все прям расписное, фигурки такие, чуть там бровки нарисованы, вот в такой вот прям они такие вот все они сами тоже такие чистенькие, все это такие там девочки чаще всего, мальчики тоже такие прям все классненькие, ковыряхи такие, у них очень много деталей всегда. Смотришь на торт, думаешь, нахрена столько? Зачем же столько вкладывать-то туда сил-то, ёпарас, это же сожрут сейчас. Произведение искусства, реально. Но они не могут по-другому, это их манера, это их нутро, они только так могут. Вот, раз, это чистили, есть грязнули. Грязнули — это, короче, такое масштабное творчество. По сути, у Еворской, кстати, вот, он у нее по натуре все-таки грязнули. Вот, то есть большое что-то, большие торты, фактура, сюда ведро краски, сюда еще чего-то, ну такое, знаете, такая масса такая. То есть не ковырять там, вырисовывать что-то, а такое все такое, выдыщ такое, знаете, как бы авангардное искусство такое. Геометрия, все такое, какие-то фигуры, цвет, текстуры. Вот, да? Вот. Кажется, что так проще, конечно, работать в этой сфере, да? в этом как жанре проще работать. По правде, там тоже очень много своих особенностей, чтобы это хорошо смотрелось, хорошо держалось. У нас еще проблемы всегда с материалами, у нас материалы неподходящие всегда для этого, для вот такого самовыражения. Да? Вот. У нас, конечно, хочется на торт краски так из ведра нахерачить. Ну, блин, продашь ли ты это, деточка моя? Большой вопрос. Ковыряхам в нашем смысле все-таки вот как-то больше спрос. Все-таки фигурка, у меня там бровки, глазки, что-нибудь там, одежда вся разрисованная. И все таки ой, вот, да, и купят по-любому. Вот. А такое вот прям искусство, вот там как бы вот с ним сложнее именно в событии. Так вот. И тем видам художников, я извиняюсь, что отвлеклась, вот, им очень сложно продавать себя, потому что у них обычно внутри вот этот огонь горит настолько сильно, настолько ярко, они не могут не самовыражаться, да, им надо, вот, что у них, они не могут, во-первых, себя, но это ко всем художникам относится, и к вам мы все равно вот так вот мы все равно художники с вами, да, вот. Мы тоже, кстати, относимся чаще или сюда, в развитие сюда куда-то, вот, да, вот, мы чуть-чуть художник, вот, мы не можем себя хвалить. Расскажи, я молодец, я охрененный художник. Смотрите, какой шедевр я нахреначила только что. Вот с этим сложности обычно. Вот. Потом, как бы, у нас обычно времени нет на продажи. Мы обычно в маркетинге не разбираемся. Не все художники хорошие люди, имеется в виду не человеческие качества, а коммуникабельные качества. Да? То есть не все они нормально разговаривают, не все могут нормально что-то сказать, у них другое, у них внутри вот это все какое-то. Вот, да? И опять же, если вы себя где-то тут узнаете, это значит, это про вас. Это вот где-то хотя бы чуть-чуть, хотя бы на 10%, но это про вас. Сложности с продажами. И поэтому художнику всегда надо найти, сферу, куда прицепиться. По правде, вот тортик Аннушка, необыкновенный альянс, мне безумно нравится их сейчас искусство, то, что они делают. Вот, да, они ездили же, вы знаете, да, позапрошлом году
по Европе, там, по миру с мастер-классами их торты. Очень, очень, там, ну, как бы весь Pinterest, весь зарубежный Инстаграм их вовсю копирует, все делает. Вот, да. Но, еще раз, у них очень хороший альянс, потому что мужчина, это все-таки у них он архитектор, он по образованию, понимаете, он художник по образованию, у него высшее образование вообще-то художественное, вот, да, и в готовую компанию пришел, который уже работает с хорошим бытом, с хорошей базой, с хорошим совсем, да, и так, в принципе, везде, то есть, если есть художник, должен быть к ним продажник, потому что быть и в той роли очень тяжело, очень, что-то где-то будет все равно нарушаться. Исключения бывают, как везде, но все-таки вот или туда, или туда. Так вот, как найти себя-то, мать вашу, да? Мы вообще-то об этом с вами разговариваем. Так вот, в связи с тем, что у нас тренды меняются мгновенно, скорее всего, мы с вами не Сальвадор Дали, надо посмотреть правде в глаза. Если это так, флаг в руки, идем, ищем, по сути, ищем, кто это будет продавать, если вы чувствуете вот такой позыв, да, к творчеству именно. Вот. Если мы чувствуем, что мы не Сальвадор Дали, да, ну то есть не такого, не мирового уровня, вот, да, такой как бы попроще немножко, вот, да, то наша участь с вами копирование и переваривание. Вот. Когда-то давным-давно, 1000 лет назад, я училась на кинорежиссуре. Вот. И одна из вещей именно по постановке кадра, по художественному самовыражению нам преподавалось таким образом. Для того, чтобы увидеть кино, а кино это визуал, вы понимаете, да, это визуальная часть, да, не считая сюжета, актеров и всего прочего, это картинка, которую мы смотрим. Я сильно сложные сегодня вещи, да, какие-то разговариваю. Вот, да, она должна опираться на какую-то цветовую схему. И чаще всего режиссеры, я на режиссуре училась, да, опираются на какую-то картину, реально существующую картину, и с нее берут цветовую схему. Это так учат режиссеров. Понимаете? Потому что, еще раз, мы не придумываем. Практически очень редко что придумываем. Мы комбинируем или копируем с каким-то перевариванием собственным. Вот. Поэтому, что надо здесь сделать? Как стать звездой, вообще-то у нас с вами эфир. Вот. Что надо первое? Надо развивать базу. Как бы там ни было, база это, наверное, основное, что нам нужно делать. Развивать базу, чтобы вы, да, с нашей изменчивой модой. Сегодня модно это, все делают это. Сегодня модно это, все делают это. Все, чтобы вы, первое, были в состоянии сделать все, что сейчас модно. Раз. Чтобы вы были в состоянии повторить то, от чего вас вдруг внезапно проперло. Два. Чтобы вы были в состоянии реализовать вашу какую-то внутреннюю задумку. Три. Потому что если вы супер-мега-художник, но вы не умеете держать кисточку или вообще не знаете, что вам нужно ее держать, вы этого не сделаете. Если вы супер-мега-охрененный композитор, предположим, да, но вы не умеете не играть ни на каком инструменте, петь еще не умеете. И, конечно, с трудом себе это представляю, да, вы не напишете красивую музыку. В принципе, да, она у вас останется в вашей голове. Здесь то же самое. Даже если, несмотря на то, что в вашей голове рождаются, я не говорю, копируем еще что-то там, да, рождаются какие-то шикарные торты, если ваши руки, если ваша голова не знает, как это с вами, как это реализовать, у меня там спам какой-то ВКонтакте сейчас идет, на всех телефонах спам у меня, вот, да, то вы с этим не справитесь. Поэтому первое, что мы с вами делаем, это учим базу, да, учим базу. Как делать мягкие торты, ровные торты, из чего они состоят, как муссовые торты упаковывать сюда, туда, какие бывают покрытия, что с чем дружит, как делать плотнее, мягче и так далее, и так далее. Тогда базу по выпечке, базу по декору, чтобы у нас пальцы справлялись, глаза видели, разные цвета различали. Нужно сделать вот это, вот это, вот это. Я по виду крема вижу, какой крем. Я по виду покрытия вижу, что там за покрытие. Это роспись или бумага. Я вижу. Почему-то, потому что я их посмотрела. Я первые, наверное, года 2 с кухни не вылезала вообще, я только готовила. Готовила, лепила. Бешеное количество просто всего пересмотрела. Вот. И я смотрела и учила все, что есть. Я пересмотрела роликов на YouTube какую-то хреновую тучу. Я пересмотрела мастер-классов хреновую тучу. Мне, к сожалению, тогда не так было хорошо, как вам. Было все на английском языке. Я на английском языке так все делала. Вот.
да, но я даже на, как сказать, на вид большинство тортов того времени узнаю на вид. То есть всех классических, всех, например, то этих авторов, да, классических авторов, тоже Рон Бен Израиль какой-нибудь, да, та же там Жанна Зубова наша, вот, там Линда Смит, английский автор, то есть я их на вид узнаю, я торты их наизусть знаю, прям наизусть. Вот я знаю, как каждая вот эта деталька, как она делается, я каждую детальку могу сделать, я, может, их не сделала 1000, и торт из этих деталек не сделала, но такую вот детальку я делала, такую детальку я делала, вот это я делала, вот это я знаю, как это я знаю, чем, это я знаю, куда, и с этим я умею работать. И первое все-таки искать базу. Понимаете, базу. Вы должны взять базу очень хорошую. Именно поэтому мы мучаем YouTube, идем на курсы онлайн, вживую, зависит от бюджета, как у вас получается. Вот. Соответственно, сейчас, ну, у меня, например, тот же Instagram, тот же, например, Facebook переполнен мастер-классами. Прям реально переполнен, какие-то килотонны этих мастер-классов везде есть, и это хорошо, и пусть так будет, ничего в этом страшного такого нет, без проблем пусть будет, делайте. Вот. Я не обязательно за то, что все надо покупать за деньги, вот, да, сейчас время такое, что сейчас не все за деньги, абсолютно. Я вижу там этот самый, да, комментарий, да, человек себя похвалил, это хорошо, вот, да, я к тому, что время сейчас такое, что сейчас очень многие люди, именно из-за того, что от безделия, я бы так, наверное, сказала, делятся очень много информации, впитываете сейчас это самое главное. Дальше, что дальше, чтобы быть звездой? Вообще-то мы как бы к этому идем, мы звездами всем хотим быть. Дальше. Нам все равно, у нас есть вкус. У всех абсолютно женщин, мужчин есть вкус, свой собственный, какой-то. По сути, на этот вкус мы готовим, на этот вкус мы одеваемся, красимся, выбираем украшения, ногти рисуем, там, одежду, обувь. У нас есть какой-то вкус, он есть, от него никуда не деться. Это, в принципе, у нас заложено так, ну, там заложено, мы такие вот, да. Вот. Например, мне мама говорила в детстве, то есть мне там, говорит, 4 года тебе было, ты такая, я вот это платье не надену, а это надену. Алло, 4 года, какая хрен разница? Откуда там малыш этот разбирается, ему это нравится, это не... Откуда это? Сегодня, а завтра надену, а завтра вот день подходящий. Откуда? Ну, то есть, понимаете, какие-то вещи базовые, они в нас заложены, и в вас заложены тоже, само собой. Ну вот, поэтому следующее, что мы делаем, мы очень много смотрим чужих тортов, прям бешеное количество смотрим. Сейчас я начала к нам в историю, к себе, в этот аккаунт, в Инстаграме, ВКонтакте я не делаю, в Инстаграме, выкладывать, называется, рекомендую подписаться. Вот, это я ночью обычно сижу уже там перед сном, что-нибудь тыкаю, вот, в Инстаграме уже, на излете, вот прям вообще перед отрубом, да, и нахожу что-то реально несложное в изготовлении и крутое на вид, раз, или вообще просто крутое, два, да, то есть я сейчас стараюсь выкладывать как раз за тем, чтобы вы имели возможность. Но вдруг вы не встречали раньше такого, значит, вам и Инстаграм такое подсказывать не будет, понимаете? Блин, волосы, капец, бесит опять. Вот, да, вам Инстаграм тогда и подсказывать такое не будет. Вдруг вы не встречали. Встречали хорошо? Можете, ну, никак не реагировать. Не встречали, реагируйте как-то, да, то есть подписывайтесь, смотрите, лайкайте, и вам Инстаграм будет предлагать таких же мастеров. Короче, смысл какой? Смотрим, что нам нравится, смотрим до упора, пока глаз не замылится, пока вы наизусть не будете отличать, пока вы реально не будете понимать, из чего это сделано. И смотрим, что нам из этого нравится. Вот как бы глаз, нарабатываем глаз, да, глазами мы это видим, глазами. Да, смотрим, что нам из этого нравится. Выбираем. Вот что бы я хотела делать сейчас? Вот я бы хотела делать вот такие торты, или я хотела бы делать вот такие торты, или я бы хотела делать вот такие торты, да? И первое, что мы пробуем сделать, копировать. Копировать вот такой торт, копировать вот такой торт, или копировать вот такой торт. Вот, да? Первое, что мы делаем, копируем, да? А потом потихонечку, да, добавляем что-то свое. Это свое, что мне кажется, надо изменить из головы. Или, мне кажется, вот к этому будет хорошо вот это вот. Это, например, да, что это может быть? Это может быть другое покрытие, другая форма, это может быть другой декор, другая текстура,
это может быть смешение, может быть по цвету, может быть детали, может быть их больше, может быть их меньше, вот они по-другому расположены и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вариантов по правде много. Если вы изначально знаете, из чего строятся торты, ну вот, то вам с этим будет достаточно просто, да, то есть торт у нас это начинка раз, зависит она от того, какой торт. Ну давайте, да, 2 секунды, из чего строятся торты, чтобы, ну, как-то немножко распределилось это в башке. Итак, начинка раз. Начинка не зависит от внешнего вида, хотя влияет, конечно же, не все торты можно сделать с такой начинкой. Начинка раз. Должны разбираться в начинках, какая начинка для чего. Раз, да. Дальше, соответственно, по внешнему виду. Торт бывает разной формы. Раз, многоярусный, одноярусный, два. Да, разные формы. Да. Потом у тортов есть всегда, помимо формы, цвет. Да. Помимо цвета есть фактура, то есть что сверху, какая фактура, да, и бывают детали. А детали, ну, все по-разному, это я у нескольких авторов разную видела, как сказать-то, кстати, описание, как нам разделить детали. Но я бы разделила детали на главные и вспомогательные. Главные детали, может быть, 1, 2, 3 главные детали. Это что-то большое чаще всего, это или фигурка, или какая-то большая деталь, вот, такая яркая, которая привлекает внимание. Вспомогательные детали – это какая-то прочая хрень, которая набросана на торт. Ну, или там как-то специально распределена по торту. Ну, грубо говоря, если мы берем стандартный торт, то это главная фигурка мишка, вокруг всякие игрушки разбросаны, это вот дополнительные детали. Если мы берем свадебный торт, то вот бант посередине – это главная деталь, да, остальные лепестки роз – это дополнительные детали. Вот, да, ну, очень грубо, если, да, ну и так далее. Где-то может быть деталь – это фактура. Ну, то есть вот это вот. И как только вы научитесь, да, все, что вам нравится, разделять на эти блоки. Начинку мы не видим, мы должны про нее просто знать, что этот дом из такого материала строится, этот дом из такого материала строится. Для, там, не знаю, для там, мостов такая там, арочная конструкция плюс то-то, 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 то-то. Вот, да, используется. Вот. Соответственно, если вы тоже хотите такой торт, вот такие-то вот материалы используются. Вот. Есть некая закономерность. Вот. И остальное, вот все, что вам нравится, научитесь разделять как раз на вещи, что вам нравится. Фактура, форма, конструкция. Сейчас, кстати, очень много стало тортов с внутренними конструкциями, странно, стоящих, лежащих, вертящихся там, и так далее. Прикольно, мне нравится. Вот, да. Конструкция, фактура, странный внешний вид, необычная форма. Вот, да, соответственно, странные детали, какие-то прикольные детали. Ну, то есть классика – это прикольные игрушки, например, или реально какие-нибудь необыкновенные фигурки. Вот, какие-то там прям волшебные, замечательные. Их тоже сейчас очень много мастеров, кто делает какие-то просто улет башки, какие фигурки. Вот, прям реально очень красиво, очень красиво. Просто смотришь, думаешь, боже ж мой, где мои 20 лет, вот, да, необычная форма, необычная текстура. Сейчас в основном именно из-за того, что ковырять тяжело, вот типа, фигурки, ну, тяжело, реально тяжело, ну, чушь говорить, это реально тяжело. С текстурами проще работать, как-то, ну, это как одежду мы подбираем, да, как-то легче немножко, вот, поэтому все больше туда пошли, сейчас в основном все такое какое-то летящее, стремящееся, там, какие-то текстуры и так далее, так далее, так далее, так далее. Итак, сейчас отвечу на вопросы, я видела, там пара вопросов есть. Вот, да. Итак, резюмируем. Да. Первое. Для того, чтобы вы были в состоянии реализовать свой собственный творческий потенциал, как я умею выражаться-то, да, вы должны, прям обязаны, вот, должны, первое, взять базу, научиться делать торты. Обычные, простые, стандартные. Как вы будете учиться, на чем вы будете учиться? Я всегда рекомендую учиться на кошках. Сразу на заказ, короче. Потому что в это же время вы прокачиваете, ну, свою какую-то продавабельную возможность. Да? То есть пока что мы не можем с вами нанять себе продавца или там менеджера, продюсера, еще сейчас модное слово продюсера. Вот. И поэтому мы делаем это самостоятельно. Учитесь на кошках. Учитесь на простых дешевых тортах, это легче, это проще, это не такие вредные заказчики. Ты всегда можешь сказать, что ты хотел, торт-то говно, господи, что ты ко мне придираешься, иди отсюда. Ну, то есть всегда можно съехать как-то, господи, сейчас мои, наверное, сейчас клиенты смотрят, мне медовик надо искать испечь сегодня, господи, боже ж мой, дайте я запишу, медовик испечь, у меня же торт на четверг, господи, я забыла сейчас, вот, ну так вот.
Да, я рекомендую сразу тренироваться на кошках. То есть не печь в семью, печь все равно на заказ. Пусть вы сначала работаете в минус, потом в ноль, потихонечку хотя бы выходите в плюс. Это надо тренироваться, это страх уходит, все уходит, какой-то навык уходит, сроки, немножко как-то вы свои слабые стороны начинаете изучать, что у вас быстрее, что медленнее, на чем вы зависаете, на чем еще чего-то. И пока у вас дешевые заказы, так скажем, да, не так страшно обосраться. То есть, если что-то где-то произойдет не так, ну, ты не на такую сумму большую влипаешь, не такую большую ответственность несешь, если что, ты внезапно заболел. Сейчас, опять же, это вообще как бы актуально. Ой, ой, я заболел. Вот, да, ну, доля шутки есть, доля правды тоже. Вот. Да, соответственно, взять базу, первое, учиться делать, прям все техники, которые вы думаете, что вам пригодятся, делать. Вот все по возможности. Еще раз, не обязательно там ко мне, шикарному преподавателю, идти на курсы. Учитесь, соответственно, хотя бы как-нибудь. Да. Хотя вот нет возможности, учитесь там, не знаю, по курсу, по YouTube смотрите, русского YouTube сейчас много. Есть возможности, возьмите там рассрочку. У меня сейчас рассрочка, например, есть, да, бешеная, большая рассрочка до сентября. Возьмите хоть что-то, неважно. Вот, учитесь. В это же время собирайте, ну, как бы вот базу такую внутреннюю, да, то есть ищите, смотрите, что вам нравится, что вообще вот как бы взгляд свой как бы натренировываете, что вообще, кто у меня мужики сегодня в ВК, да, что вас вообще привлекает, что вам вообще в принципе нравится, что вас вообще в принципе, да, цепляет как, ну, как художника, да, но чтобы вы понимали это еще раз, вам надо натренироваться сначала, делать все. То есть, если вы хотите, там, не знаю, лепить, и вы знаете свою натуру, вы больше ковыряха, да, то есть вам будет что-нибудь маленькое сидеть, там, вырисовывать, начните с печенек, да, печеньки, соответственно, вырисовывать, прянички разрисовывать, еще что-то потихонечку, потом переходите к тортикам, тортики украшаем пряничками, из пряничков создаем композицию, и так далее, и так далее, и так далее. Потом лепим там еще что-нибудь, потом маленьких человечков лепим, потом человечков под микроскопом. И так тихонечко, вы знаете, что у вас какая-то роспись такая, роспись сякая, владеть кисточкой такой, такое все. Если вы знаете, что вы, например, ну вот у меня такая натура, я абсолютно точно не ковыряха, я абсолютно точно грязнуля, это называется. Да, такой масштаб мне нужен, чтобы хоп, так и все сразу хорошо стало. То есть вот я точно знаю, если я бы рисовала картину, мне надо картина, мне, кстати, я поняла мечта, все-таки рисовать картины, и картина-галерея, наверное, какая-то огромная, то у меня бы вот было там полотно размером там 3×5. Вот, и как там, сейчас показывают часто видео такое в этом, ну, у меня в Фейсбуке оно как-то ведро, туда краска с дырками, так пускаешь ведро, и оно там вот само такое нахерачивает что-то там. А вот мне вот, это мое искусство, вот я так мыслю, вот мне кажется, прям так круто будет. Вот. То есть что-то большое мне надо, то и в тортах тогда, да, ищите фактуры, работать с материалами, тоже мастика, сахарная бумага, съедобная бумага, там, вафельная бумага, желатин, там всякие какие-то штуки необычные, там какие-то там текстуры, фактуры, золочения, там какие-нибудь там работа с трафаретами, с аэрографом, с краскопультом, какие-то разные какие-нибудь штуки туда заделываете и так далее, да, какие-то формы, работаете с формой, тоже мне тоже нравится с формой, я думаю, что вам тоже будет нравиться с формой, с какими-то там кристаллы здесь стеснение, здесь какая-то хрень, здесь что-нибудь поделали, здесь попилили, здесь похоже на бетон, здесь какая-то арматура, вот, да, то есть ищите себя, вот, пробуйте, вот, и мы начинаем, соответственно, путь, еще раз взяли базу, ну, как выучили 7 минут. Да, начинаем все, повторяем песенки, которые написал кто-то до нас, вот, да, вот. И потом уже потихонечку, а если я здесь влево, а я здесь вправо, а я здесь так, а я здесь сяк. Обучение, в принципе, везде вот такое. Ну что, надеюсь, мой прямой эфир, в принципе, на этом у меня все. Вот, еще раз. База, повторение, творчество. Вот. В принципе, на этом, наверное, у меня все. Да, в ВКонтакте не вижу я вопросов, 33 минуты молчком, поэтому люблю всех, целую ВКонтакте, мы прощаемся с вами. Да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, как нажать, что нажать? Вот эту кнопку надо нажать, все поняла. Да, здесь окей. Вот здесь что-то меня спрашивали у меня. Так, в медовик у меня будет крем сметана. Сметана куплю, посмотрю, сметана какая есть. Сметана. У меня обычно сметана, маскарпоне, сливки. Вот так вот. Или сметана, сливки. Или сметана, пудра. Ну, то что-нибудь такое.
Сметану. Попросили со сметаной медовик. Он такой мягкий получается, мягкий, сочный медовик. Вот. Так, дальше. Здравствуйте, Олечка, здравствуйте. Вот. Так, что там еще? Здравствуйте, здравствуйте. Ищу в интернете красивый тортик, пытаюсь воспроизвести, получается совсем другой и даже круче. Пишет нам тортик Катя 40. Вот. Ну и отлично. И отлично. Хотел тебя засрать, конечно, но неважно, отлично. Я такая сучара сегодня. Сучара. Мне просто ничего там не знаю, как тебе пиздить. Вот. Да, и хорошо, и хорошо. Это самое главное, да. Тут вопрос в том, что мы же говорим не о том, как конкретно вот этот торт сделать или другой, да. Мы говорим о том, как... Ну, вообще со стороны всегда виднее, что бы ты сделал по-другому. Когда это готовое, да, готовое изделие, ты всегда видишь, здесь повыше, здесь бы что-то тут добавить, здесь добавить. Поэтому это хорошо, что получается лучше, и хорошо, что ты это видишь. Да, и это правильно, главное, чтобы ты это еще продавать могла, это самое главное. Вот, молодец, вот, молодец. Так, дальше привет, Сахариска, привет, все привет, по-моему, все уже, там больше ничего же не было. Вот, да, Жуковский на меня обижается. Нет, не обижаются, прибыли нету со скидкой, дешево хотят, мучают мои клиенты. Ну, давайте тогда, вот есть вопрос у нас по клиентам, давайте 2 минуты про клиентов, если клиенты хотят дешево. Хотят рецепт, заварной крем, подходит, не подходит, девочки, солнышки мои. Вот. По готовке подходит заварной крем. Я не люблю заварной крем делать. Мне его долго делать, потом остужать, потом смешивать, потом взбивать. Вот, да, соответственно, я люблю что-то побыстрее, более такое свеженькое, сочненькое и так далее. Рецепт чего конкретно, скажи мне, крема или этого самого медовика? У меня медовик, я не знаю, но у меня несколько клиентов любят медовик. У меня он очень простое, обычное заварное тесто, имеется в виду медовое заварное тесто. Я его не сильно тонкий пеку, где-то, наверное, сантиметр, может, чуть меньше коржи. Ну, то есть такой достаточно стандартненький. Вот. Достаточно стандартненький тортец. Вот. Про то, если клиент хотят дешевле. Давайте, вопрос такой встал, да, раз он встал, и я так думаю, что это у всех сейчас насущная такой вопрос насущный. Вот. Когда клиенты хотят дешевле, скорее всего, крема ты хочешь, я крем на глаз готовлю. Вот, по крему. Крем конкретно, если речь идет про сливки, маскарпоне, еще чего-то, у меня есть схема, вот, да, по которой я это делаю. Вот, схема, ну так, сейчас тебе не буду рассказывать, но смысл, на курсе мы проходим схема приготовления всех кремов на основе сливок. Вот, всех кремов, да. На вкус делай. Смешай, чтобы тебе было хорошо. Взбей, все. Вот, да, у нас в молочке есть одно единственное свойство, которое надо учитывать. Она взбивается только холодная. И, наверное, это самое главное. Вот, да, остальное все делай на вкус, солнышко. Ни в чем себе не отказывай, да, потому что сейчас тебе рассказывать технологию приготовления полностью. Вот, да, мы сейчас тут 2 дня буду тебе рассказывать. Вот, да, давайте про то, как продавать, да, когда человек хочет дешевле, вот, да, когда хочет дешевле, он обесценивает твой труд. Он считает почему-то, что ты не должна зарабатывать. Понимаешь меня? Он считает почему-то, что ты не должна зарабатывать. И это первое, что ты должен, как только человек у тебя требует скидку, вот, как только человек у тебя требует скидку, притом, понимаете, одно дело там, не знаю, тот же мой онлайн-курс, да, например, да, конечно, всем кажется, что онлайн это тоже бесплатно уже. Нет, я же за онлайн плачу, например, понимаешь? Я же плачу за каждого человека, я плачу за интернет, я плачу за вот эту платформу, где вы учитесь. Соответственно, я плачу, чтобы у меня там вот это вот все работало. Вот. Это небольшие деньги, но все равно, то есть есть там какая-то сумма, да, которая выйдет меня в ноль. Выведет меня в ноль, да, вот. Соответственно, какая должна быть сумма, чтобы ты был в плюсе. Вот. Да, а в тортах это вообще же скач. Ну, то есть, если в тортах-то ты каждый раз его готовишь, ты же не можешь один раз приготовить и всем продавать. Вот. И как только человек требует у тебя скидку, первое, что ты должна для себя понять, он не хочет, чтобы ты зарабатывала. Он не хочет тебе платить. Он не хочет, чтобы ты получала с этого доход. Он хочет получить его бесплатно. Потому что он думает, что твоя цена за торт взята с потолка, ты ее придумала, выкакала, понимаешь? Выкакала, придумала, просто с башки взяла и сделала. Он не думает, что в эту цену заложено, что продукты, раз, ты их не на помойке нашла, ты их в магазине купила. В магазине сейчас все, между прочим, дороже, раз.
В эту цену заложено, соответственно, накладные расходы, перчатки. Ты используешь перчатки или не используешь? Одноразовые мешки берешь или нет? Моешь ли ты мешки или не моешь, например? Используешь какое моющее средство? Ты подешевле или подороже? Вот, соответственно, и так далее, и так далее, и так далее. Воду экономишь ты или не экономишь, или хорошо моешь? Вот, да? Я сейчас не тебе говорю, я не пытаюсь тебя как-то, не знаю, унизить, что ты это плохо делаешь. Нет, наоборот. Этот человек об этом не думает. Вот, да? Соответственно, вот. Дополнительно там заложена твоя работа, там заложена твоя прибыль, да, еще там что-то, я надеюсь, но я так чувствую, что у тебя прибыль уже не заложена, и работа, походу, тоже. Вот. Так вот, как только человек, понимаешь, ну, то есть как только человек просит у тебя скидку, ты сразу в голове понимаешь, он хочет, чтобы ты на чем-то сэкономила, чтобы ты что-то ему не доделала. И ты говоришь, без проблем, пожалуйста. Вот. Я могу, соответственно, взять продукты похуже. Да, давайте договоримся, да, на чем я, за счет чего я вам сделаю скидку. Я могу сделать продукты похуже вам, например, да, ну, взять рассроченные какие-нибудь подешевле со скидкой. Раз. А могу, соответственно, например, из грязной посуды вам поделать, да, ну, то есть если вы там хотите, что я могу сэкономить на транспортных каких-то там дополнительных расходах в темноте. Или могу вообще не стараться, сделать за полчаса. Ну, то есть, что на своей работе могу сэкономить. За полчаса вам. В декоре, там, не знаю, я извиняюсь, насрать, слово нельзя такое говорить, кто там. Ну, говна какого-то, короче, накидать, короче. Вот у меня есть там вот фигурки, вот у меня есть там, у меня, кстати, между прочим, очень много мишек. Если кому-то нужны мишки, девочки, у меня мишки пропадают. Вот, там есть мои мишки, мишки моих учениц. У меня очень много мишек. Если кому-то нужны мишки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мишек у меня. Вот, то вот я могу мишек вам запихать, да, чтобы я не тратила время на, соответственно, декор. Вот. Вы мне, главное, скажите, за счет чего вам сделать скидку? И все. Поняла? И если человек тебя прогибает на скидку, это он тебя прогибает на скидку, это ему нужен торт, понимаешь? А в данном случае ты приходишь к тому, что ты... Чаще всего, кстати, мы не считаем там продукты, мы вообще это не считаем. Мы считаем, если мы из продуктов остались в плюсе, о, аллилуйя, мы, блядь, молодцы. Не, ничего подобного. Я где-то раза 4 в год провожу большой марафон по себестоимости торта. Вот, по себестоимости торта. Сколько стоит торт, сколько должен стоить торт. Мы там собираемся, вот в закрытом, я там беру один аккаунт, закрываю его полностью, да, и мы считаем там себестоимость торта. Вот, соответственно, смысл какой? Что чаще всего мы продукты считаем, да, накладные расходы мы не умеем считать, мы их не считаем, вот, ну, то есть транспортные услуги вы считаете, транспорт вообще в торте? Стоимость, вы вообще умеете это делать? Раз. Вот. Потом, соответственно, да, мы свою зарплату обычно не считаем. Ну, сколько это осталось, и хорошо. А слово «прибыль» у нас, нам кажется, что зарплата и прибыль – это одно и то же. Нет. Зарплата вам должно хватить на покушать и за квартиру заплатить, а прибыль – то, что вам должно остаться еще помимо этого. То есть помимо ваших расходов текущих в месяц, еще раз, купить, поесть, заплатить за квартиру, я не знаю, какие-то там электроэнергию, бензин, там еще что-то, да, вот. Соответственно, помимо этого у вас еще должна остаться сумма, вот. Должна остаться еще сумма, прибыль, на курсы вы пойдете, миксер новый вы купите, я не знаю, еще что-нибудь, то есть, ну, так далее, на развитие должны оставаться у вас деньги, вот. И человек, который, да, он тебе не враг, нет, он просто не понимает, вот, он не понимает, что ты не можешь экономить. И если ты, несмотря на это делаешь, несмотря на... Ой, я вчера девчонкам про секс рассказывала, потом как-нибудь вам ночью в интимной обстановке расскажу. Если он не понимает, что ты это... Если ты, несмотря на это делаешь, ты себя очень сильно ущемляешь. Очень сильно. Ты или работаешь в минус, да, а это значит, ты ему деньги даришь просто. Взяла, подарила. Неважно, 100 рублей подарила. Если ты работаешь в ноль, ты ему подарила свое время. Понимаешь, просто. Привет, девочки. Да, просто взяла и как бы бесплатно поработала. Понимаешь? Вот просто взяла и бесплатно поработала. То есть ты могла просто с таким же результатом сидеть на диване, смотреть сериал, там, не знаю, что-то там, есть яблоко из холодильника, с таким же результатом, не напрягаясь, с таким же результатом в ноль. Понимаешь? Ну да, радость у него, а у тебя-то усталость, у него минус, у тебя плюс. Был бы ноль, у него ничего, и у тебя ничего. Вот, да, ну то есть
Помни это всегда, помни это всегда. Поэтому если они прогибают, они в этот момент не твои заказчики, они твои враги прям, понимаешь? Вот честно, если они тебя прогибают на скидку. То есть они реально думают, то есть понимаешь меня, да, еще раз? Они реально думают, что у тебя цена из попы выкаканная, понимаешь? Что ты цену просто так с потолка берешь. Что такое? Да не может это столько стоить вообще. То есть они пытаются весь твой труд, все твое время, там, не знаю, еду твоих детей, в конце концов, я не знаю, твой отпуск, твою жизнь, твое творчество, они пытаются тебе обесценить. Вот что, понимаешь, кинуть под нос и сказать, все говно. Мы знаем, сколько это стоит. Потому что все наши клиенты, я злая сегодня, девки, да, все-таки злая. Кого поругать, короче, давайте ко мне сегодня. Все наши клиенты думают, что у нас торты, это не труд вообще. Вот. И только когда ты сталкиваешься, у меня когда на курсах девочки начинают лепить первую фигурку, вот, я помню до сих пор, сейчас мы уже даже не лепим такую сложную фигурку, я помню до сих пор, у меня сидит Ирина, то ли Тюмень, то ли, откуда она у меня с Урала, откуда была, стройная, худая девушка, красивая, в юбочке такая сидит, лепит фигурку. Вот, да, первый раз в своей жизни, вот она ее лепит, не со мной лепит скульптор, я вообще такое не люблю. Лепит. Я говорю, Ирочка, как тебе вот там, динь-динь? Она говорит, я ненавижу эту тварь! Понимаете? Потому что никогда не задумываешься, сколько труда вложено в эту фигурку, сколько труда. Невероятное количество, очень большое, очень большое. Наши клиенты, еще раз, думают, что это так. Вот это окошко в двери открывается, короче. Торт с динь-динь. И тебе выплывает торт с динь-динь. Все. Они думают, что это вот секунда, что ты пошла и достала его из холодильника. Что ты не трудишься, что ты не смотришь это время все. Ты не слепила 854 фигурки динь-динь, все уродины. Ты до этого не лепила, там, не знаю, 18 ее башка, там, 15 раз не перешиваешь ей глаза, заразе, пальцы отламываются, зеленый цвет, это говно, тело не получается. И тогда они вот этого не видят всего, понимаешь? Вот. В данном случае. Или мы это им показываем тогда, что это, зараза, сложно. Что вот ты там слепила всех их фигурки, выставила ей, понимаешь, и говоришь, какую вам, да? Или еще что-то, понимаешь? Или ты это им не показываешь, или ты сама себя настолько не ценишь, да, что они почему-то думают, что можно взять и бесплатно поработать. Бесплатно колбасу в магазине не дают, бесплатно у нас вообще ничего, просто так нас никто не возит, да, сами знаете, что сейчас творится, не буду про политику, да, и про это самое, про все. Ну, в общем, я сегодня реально злая. Вот, короче, к тому, что, ну и, конечно, инструменты, ты же зашла в магазин, тебе так дали. У нас же все так вам, просто так нам дают все. Я зашла в кондитерский магазин, такая, список протягиваю, мне просто так все дают, и я пошла. Что, это же не стоит ничего, мастика бесплатная же у нас. Каждая палочка, зараза, у меня еще остались палочки, которые я заказывала, реально не вру вам, я их заказывала в Англии. Каждая палочка там где-то рублей по 600-700 получается. Палочка, которой тыкаешь ты ее, эту, динь-динь свою, понимаете, гребаную. Вот, каждая палочка, каждая. Вот, то есть скалочка каждая там 500 рублей. Вот это вот у меня вот эти вращающиеся деревянные эти вот столики, Стокман 200 вообще-то они стоили, в Стокмане 200, каждый раз 2, 3, 4, 5, вот сейчас, которые из Икеи побольше, они дешевле, они 800 рублей стоили. 800 рублей, их заработать, простите, надо. Я когда смотрю иногда на свою мастерскую, у меня все очень маленькая мастерская, вот, да, вот, иногда кажется, боже мой, Патракова, что тут у тебя, вообще ничего же нету. А потом начинается шкафчик из Икеи, раз 2000, шкафчик из Икеи, 2000, тут у меня книжки. Каждая книжка ориентируется, у меня же мама библиотекарь, поэтому у меня есть немножко бзик на книжках. Каждая книжка примерно от 2000, и у меня есть книжка за 12 тысяч рублей по Карамели. Вот. И так далее. Там дальше книжки по бизнесу, 500-1000, их там тоже, наверное, я не знаю сколько штук. Поехали. Вот этот вот, соответственно, доска, на которой рисуют, она по дешевке нам досталась, по-моему, за 1,5. Табуретки из Икеи красненькие по 300 рублей, здесь 20 штук. Вот эти железные стеллажи по 4000, раз, два, три, 4, 5, 2. И это все заработано. Знаете, кем? Мной. Это я все заработала. И если бы я позволяла своим клиентам
если бы я позволяла своим клиентам скидки какие-то термоядерные, я бы сидела дома до сих пор. Вот. Я не буду жаловаться в данном случае, да, потому что у меня последний год жопа, не в этом дело. Вот. Мне повезло со временем. Мне повезло, я попала в самое начало, реально в самое начало тортов вообще. Я не парилась насчет того, кому продавать. У меня была очередь всегда. Всегда. И это позволило мне набить очень хорошо руку. Прям, я реально, я хоть что делаю. Мне вообще по барабану. Я, вот я в какое-то золотое время просто попала. Вот, да. Но у меня была огромная проблема тогда. Тогда никто не делал на заказ. Ну, то есть я, например, в Москве была, по-моему, 3-я или 5-я. Вот, никто не делал на заказ. И мне приходилось убеждать клиентов, что мои торты это лучше, чем магазин. То есть такая задача. Сейчас хотя бы с этим нет сложности. Сейчас проще искать клиентов. Сейчас ты взял соседнего этого кондитера, встал у него около дома, и клиенту будешь визитки. Я шучу, конечно, но смысл именно такой. А вот, что там все пишут мне, все окей, да, ну да, так и есть, один в один. Вот. И ваша задача сейчас не сдаваться, вот реально не сдаваться. Вот что бы там ни было сейчас, не сдаваться, не делать дешевле. Потому что если ты посчитаешь все, что ты потратила на этот торт, все вообще, что ты потратила на этот торт, ты поймешь, что тебе выгоднее сидеть на месте. Понимаешь, я однажды провела мастер-класс, тоже такая, я тоже, мне же, что вы думаете, я такая умная родилась, что ли? Да не, ничего, я вас умоляю. О, господи, что сломаю чуть. Ну вот, не, ничего подобного. Я однажды, у меня мастер-класс, когда идет, у меня тоже на мастер-класс, соответственно, на очный есть расход, да, в зависимости от количества человек мы делаем или полный рецепт, или полрецепта, бывает даже треть рецепта мы делаем, когда 1-2 человека, или 1 человек, ну что там, целый торт, вот, да, соответственно, на одного человека всегда есть расход, и однажды, ну вот это к вам, это к тому, что надо уметь считать, однажды у меня записывается на курс одна девушка, я провести курс не могу. Я такая думаю, блин, как я буду отказывать ей? Но я же не могу. 2-дневный курс 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей. 80 тысяч рублей мне стоит 2-дневный курс. Соответственно, выпечка. Вот я думаю, как я ей буду отказывать? Я же не могу ей отказать. Ну как же я так, вот. Давай я попрошу, а я когда уезжала, я не помню. Вот, давай я попрошу преподавателя. Преподаватель здесь у меня получает, сейчас все узнают, 3500 в день он получает. Вне зависимости от группы, за время, за свое. Вот, если бы так каждый день получать, я сейчас слышу ваши разговоры, если бы так каждый день можно было получать, да. Но так как у нас курсы раз в 5-летку, к сожалению, это не такая большая сумма. На 2 дня. Расход на преподавателя, раз. Расход на продукты, там небольшой был расход на продукты, около 3000. Дальше, соответственно, это еще не все. В это время вообще-то еще как бы аренда тратится, но аренда, она и так бы или была бы, или ее бы и не было. Вот, да? Вот. И плюс к этому что-то там еще немножко. Но уже у меня 10 расход, а 8 приход. Мне гораздо проще было бы отменить мастер-класс, понимаете меня? Отменить мастер-класс, извиниться перед девушкой, подарить ей что-нибудь онлайн на там 1000 рублей, на 1000 онлайн, и я была бы в плюсе. Понимаете меня? Я была бы в плюсе. Вот что. А так я прям реально в жестком минусе. В жестком минусе. Офигенно. При этом с очными мастер-классами, с ними еще такая сложность, что я же беру предоплату, и эта предоплата не лежит у меня на полке и не ждет. Да? Эта предоплата идет в оборот. То есть этих 8 тысяч 4 было просрано там когда-то 1000 лет уже куда-то ушло в аренду или куда-то. И получилось, что человек мне дал 4, а я должна была 10 заплатить. Вот, понимаете меня? Лучше бы я 4 заплатила этой девушке. Вот. Это к вопросу о считать. И также вы должны считать торты, и вы должны считать их прям очень хорошо. Очень. Вы должны четко знать, что у вас ниже вот этой стоимости быть не может никак.
И по каждой своей начинке, по каждому своему декору вы должны знать, сколько у вас там, где какой вес, какие у вас отходы, какие у вас косяки. Вы сами знаете, например, у вас там всегда вы больше делаете этого, меньше делаете этого. Я всегда больше всегда все делаю, это мой косяк всегда, я точно знаю. Я его закладываю обычно или в стоимость, или как-то. Вот, понимаете? Вот, то есть, или там, да, в рекламных целях могу потом поиспользовать. Но я найду возможность, блин, я сколько, 11 лет уже этим занимаюсь. Вот. А когда у вас первый, второй, третий год, вы еще, по сути, ну вот второй, третий, наверное, уже соображаете, что делаете. А первый год обычно, блин, реально, ты вообще продал торт, ты уже все герой, вот, тебя не волнует, почем, ты классный, ты все, ты уже ла-ла-ла-ла-ла, ты прям суперский уже, вот, да, и, соответственно, и ты такой классный, все, и ты, главное, что у тебя в голове откладывается, торты по 500 рублей продаются, да ёпарас, это еще по ней не продавались, ты реально, ты еще людям деньги просто давай с собой, деньги можно просто деньги отдавать, все, тоже хорошо идет, просто супер просто, понимаешь, а то, что тебе заплатили за торт, там, 2000 рублей, а ты реально на продукты потратила 1,5 и думаешь, такая, вау, у меня 500 рублей прибыли. Нет, ни хрена у тебя не 500 рублей прибыли. Потому что ты не посчитала коробку, ты не посчитала визитки, ты не посчитала веревку, ты не посчитала рекламу в этом гребаном Инстаграм, который ты заплатила вообще-то, из каких щей ты их заплатила, выкакала, вот. Ты не посчитала, что ты забыла купить какую-нибудь хрень, и она ехала к тебе на такси, это 1000 уже, вот. Ты не посчитала еще там что-нибудь, мешки ты не посчитала, пергамент ты не посчитала, вода, свет, газ там немного, но ты их все равно не посчитала. Я молчу, что ты время свое не посчитала, мать вашу, за ногу, вот, понимаете, да? Прохорова 29 это, я надеюсь, лет, хотя что еще может быть 29? Год рождения, не обижайся. Вот, соответственно, понимаете, да? Ты ничего не посчитала. И ты это 500 рублей эти твои, они даже рядом не были, они не покрывают никаких расходов. И тут обычно все начинают на меня орать. Оля, да никто ж такие деньги-то не заплатит же. Не платят же у нас деньжищи-то такие, не хотят люди покупать. И тут надо всегда определиться. Тут какие споры. О, блин, все, вообще у меня, короче, давно я вас не выходила, люлей вам не давала. Короче, и тут надо определиться. Или же это просто у вас бывает такое, в этой местности, в этом городе реально не продается. Но если ты живешь там, не знаю, село Ахметовка, население 20 000 человек, я утрирую, девочки, никого обидеть не хочу. Село Ахметовка, одни Ахметы живут, ну вот, 20 000 человек, а ты такая суперкондитер со свадебных тортов. Я прошла курс там, какой-нибудь, я делаю перевернутые свадебные торты от 200 000 рублей. Ну, рыбка моя, кисонька моя, солнышко, ну ты как бы, конечно, молодец, да, и платите мне миллионы. Вот, да, ну еще раз, они реально может что-то территориально просто не продаваться, такое возможно. В этой же Ахметовке, скорее всего, макарон с утя, ну не будут они продаваться. В этой же Ахметовке, простите, если есть такой город, меня они сейчас убьют, наверное, вот, тоже вряд ли будет продаваться там еще что-нибудь необычное, непонятное или еще что-нибудь такое. Ну, то есть это возможно, такое, что еще у тебя что-то может тупо, ты думаешь, что пойдет. Я же делаю, я звезда, я первая, йо! Никто не делает, так никто не делает, потому что никому нахрен не надо. Вот, коробок. Вот, да, ну потому что это возможно, тебе надо определиться. Или же вообще нет такой клиентуры, у нас осталась минута. Или же, соответственно, да, или ты лохундель просто продаешь какому-то, вот каким-то, выбрала какое-то говно, и им продаешь, понимаете? Ты должна определиться, как мы это узнаем. Если у нас есть конкуренты, то, скорее всего, ты не одна дура такая, то есть вас несколько, значит, что-то кто-то покупает все-таки. Если ты одна такая, и у тебя не покупают, вообще никак, вообще за эту цену, за которую ты хочешь, не покупают, вероятность того, что это вообще не нужно, большая. Что мы делаем? Меняем позиционирование, ищем другие рецепты, ищем другой товар, ищем другое еще что-нибудь. Ну, то есть припрет, я не знаю, я буду делать осетинские пироги, например, семечки жарить. Еще что-нибудь, какой-нибудь там фигурный чак-чак. Ну вот, да, например, я вам говорю, да, то есть что будут покупать? Смотри, что спрашивают, смотри, что идет. Вот, что у тебя спрашивают?
Все хотят то же самое, но, пожалуйста, бесплатно. Так не бывает. Делай муляжи. Делай один и тот же торт, грубо говоря, да, там кремом розовым, сверху вот такой натуральный. Вот один хоп, хоп, вот его режем. Все остальное, хоп, привезли обратно. Все, делаем еще какое-нибудь. Сейчас оно вырубится, девочки, сейчас прям вот сейчас вырубится. Вот, да, следующему, они отдают обратно 8 ярусов. Следующие 8 ярусов голубым красишь. Хоп, торт. Ну и получается у тебя на свадьбе вот такая хрень муляж, и там вот торт за рубль. Вот, ладно, все, 30 секунд, люблю всех, целую. Вот, жители 3 секунды. Всех люблю, целую, да. Ну, прорвемся. Муа! Альбина, говорит, ты вершишь мои мечты. Переезжай к нам, у нас все продается. Ну, не, ну, может, там у тебя все хорошо. Все, ну что не уходи, куда? Ну, пошли в новый эфир тогда, ладно, давайте в новый эфир. Идем все в новый эфир. Все, дошли все в новый эфир.